Всем привет, это Быть Инди. Сегодня я подготовил для вас топ-15 лучших стратегий за 2022 год. Надеюсь, что вы найдете для себя что-то интересное. Также в этом видео я подарю ключик от игры Chess Royale. Это нестандартная шахматная игра. Выстраиваете победоносную тактику, комбинируя череду ходов и магические способности. Лорды и злодеи – симулятор с элементами градостроения, где вам предстоит развивать средневековые династии, наблюдая, как они выстраивают взаимоотношения и развиваются. Добывайте ресурсы и занимайтесь постройкой жилых комплексов. Игра выполнена в пиксельной топ-даун перспективе. Управляйте крестьянскими и дворянскими поместьями. Используйте широкий набор инструментов, чтобы настроить не только внешний вид зданий, но и их убранство. Возводите усадьбы, занимайтесь постройкой церквей, складов и других зданий, необходимых для развития и процветания страны. Мир в лорды и злодеи процедурно генерируется. Ищите лучшие места для постройки поселения, экспериментируйте и просто развлекайтесь. Многие персонажи будут привязаны к семье и передаются из поколения в поколение. Изучайте героев и используйте их лучшие качества для развития фамильного двора. Жители деревни имеют огромное значение для развития поместья, поскольку они подчиняются приказам и добывают полезные ресурсы и сырье. Игра заработала $180 тысяч. Градостроительный симулятор Stardeus окунет в космический мир, где нет привычных объектов и, конечно же, присутствуют роботизированные системы, космические корабли, прокачанный искусственный интеллект, помогающий во всем. Главный герой в роли ИИ призван восстановить порядок на большом космокрейсере, попутно возводя собственную колонию и внедряя автоматизацию сферы жизни новопостроенного города. Протагонист, он же искусственно созданный интеллект, управляет армией дронов и роботов. У него исключительно мирные намерения, помогает человеческому поселению развиваться, становиться умнее и ускорить технический прогресс. При этом предоставляется выбор. Про первый вариант уже сказано, а второй – держать людей в стазисе, пока ожившее железо делает все за них. Третий – превратиться в кровожадного ИИ, жаждущего использовать людей в качестве живых батареек. Игра заработала $310 тысяч. Постройте парк из вымерших животных в доисторическом царстве. Среди фауны откроются динозавры, мамонты и редкие птицы. Вам откроется полный контроль к изменению окружающей среды. Вы – настоящий магнат, способный создать вымершее животное вновь, но за ними предстоит следить, кормить и обеспечить парк безопасностью. Зарабатывайте внутриигровую валюту и репутацию при помощи посетителей и туристов. Люди мечтают увидеть динозавра, так как недавно в новостях появилась статья о строительстве тематического парка. Проектируйте собственные экспонаты и нанимайте персонал с разной характеристикой и возможностями. Каждое животное обладает собственным процессом роста и потребностями. Некоторые из них враждебно относятся к людям и другим живым существам, из-за чего прочные и высокие заборы – необходимость. Творческие инструменты помогут создать парк любого вида. Модернизируйте смотровые площадки, достопримечательности, киоски быстрого питания и другие объекты. Создайте собственную инфраструктуру при помощи дорожек, эстакад и заборов. Любые строения размещаются произвольной формы, изогнутой или дугообразной. Терраформирование предоставит возможность создавать траншеи, возвышенности и всячески менять внешний вид Земли. Игра заработала $700 тысяч. Старый мир – игра представляет собой пошаговую глобальную стратегию в античном сеттинге. Геймплей разительно отличается от игр данного жанра. Позволяется за один ход отдавать несколько приказов юниту. За дополнительные ходы отвечает такой ресурс, как приказы. Чем больше очков признания, тем больше ходов можно совершить. Ресурс-приказ можно применять по-разному – в бою, в строительстве, в событиях или дипломатии. Количество ходов напрямую зависит от количества имеющихся очков приказа. Легитимность – еще одно важное средство в геймплее Старого мира. По мере игры следует реализовывать амбиции, среди которых может быть строительство чудес света. Как только задание по исполнению амбиции будет выполнено, лидер получит известность, а вместе с ней очки легитимности, которая укрепит авторитет среди населения. Еще одной особенностью выступает то, что правители умирают от старости, поэтому за время партии нужно успеть подготовить себе достойного преемника, жениться и родить ребенка. Как только новый правитель взойдет на трон, нужно вновь повысить свой авторитет у народа, заявив о новой амбиции. Всего в игре их 10 штук. Динамическая система событий генерирует около 1000 уникальных ситуаций, которые наделяют персонажей воспоминаниями или личными чертами. Города представлены как населенным центром, так и деревенскими поселениями.
По мере того, как будет улучшаться территория, на ней станут доступны гробницы, усыпальницы, амфитеатры и так далее. Даже повстречаются многие исторические личности и династии. Большой акцент разработчиков сделан на принятии трудных решений. Игра заработала 1 миллион 200 тысяч долларов. Nebulous, командование флотом, дает возможность погрузиться в космические баталии, что происходит между галактическими флотами. Геймеры будут выступать в роли командира, что вынужден управлять кораблями, используя для ориентирования радары и вступая в радиоэлектронную борьбу. Судна будут перемещаться по трехмерному пространству, где приходится подбирать желаемую флотилию и сталкиваться с врагами в открытом космосе. Военная техника будет нести на борту большое количество вооружения, подходящее под разные ситуации. Геймплейные механики в Nebulous командования флотом выполнены в стиле тактических стратегий, где предстоит реализовывать разнообразные маневры. Игроки будут пользоваться кинетическими и лучевыми типами пушек, что оснащены на базовых суднах. Необходимо прорабатывать план действий перед началом миссии, принимать оперативные решения в процессе схваток и реагировать на динамично развивающиеся события, что вносится за счет рандома или неожиданных ходов со стороны противника. Игра основана полностью на боевых стычках, где нет потребности заниматься экономическими вопросами. Придется углубляться в методические баталии, где получится отступать, совершать ответные контратаки или действовать хитро, чтобы одержать верх над врагом. Юзеры смогут управлять каждым отдельным юнитом, вплоть до его отдельных средств передвижения. Получится создавать группы из боевых единиц или разделять их, выдавая каждому экипажу отдельное занятие или цель. Игра заработала 530 тысяч долларов. В телеграм-канале «Быть инди» я рассказываю об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Также делюсь инсайдами собственных разработок и многое другое. Буду вас там ждать. Фрозенхейм – сага о викингах, в которой главного героя изгоняют из родных земель, поскольку кровная месть раздирает его фамилию. Он отправляется на поиски нового дома для себя и своих преданных подданных. Приближается суровая зима, а клану требуется добраться до убежища как можно быстрее. Строительство поселения – дело затяжное и точно не подходит центральному персонажу, но холод и голод заставляют его предпринять быстрое решение. От действий пользователя зависит, способен ли протагонист стать графом и привести собственный клан к выживанию, чтобы изменить страницы истории. В скандинавском симуляторе строительства городов геймер воспользуется проработанной механикой контроля юнитов и множества древ развития. Улучшения помогут добиться до новых объектов и материалов, предоставляя больше возможностей для выживания. Исследовательские группы нужны для изучения дальних земель и нахождения редких ресурсов. Они будут путешествовать пешком или на лодках. Собранные ресурсы помогут создать экипировку и оружие, а после дать отпор врагам. Свободная система строительства позволяет собственноручно разработать инфраструктуру поселения, вращать сооружения и контролировать аспекты города. Прохождение начинается с нуля, а игрок получает множество подданных под управление. Они будут ловить рыбу, охотиться, выращивать еду, тренироваться и строить. Игра заработала 940 тысяч долларов. Оказавшись в блуждающей деревне на зараженной планете, людям не остается выбора, кроме как отправиться на спину гигантского существа, которое способно передвигаться в процессе. Градостроительный симулятор выполнен в постапокалиптическом сеттинге и предлагает возглавить маленькое общество, которое спаслось, поселившись на существе, и постепенно отстраивать новый мир. Перенеситесь в виртуальную вселенную. Пользователь наблюдает, как некие токсические вещества, которые появились из-за таинственных растений, быстро распространяются по земле, выдавая ядовитые споры. Спасением стал Анбу, странное создание, обладающее огромными размерами, на спине которого и расположился человеческий поселок. Геймеру в градостроительном симуляторе отводится роль лидера, который занимается отстройкой деревни и ее процветанием. Здесь предстоит строить, планировать, расширять территории и постепенно оптимизировать поселок, действуя в условиях ограниченного пространства. В игре также придется заняться сельскохозяйственной деятельностью, высаживанием разных культур и сбором урожая. Само создание, что стало спасителем остатков человечества, необходимо поддерживать в добром здоровье, чтобы оно могло постоянно передвигаться, убегая от быстро распространяющихся спор. В процессе юзер путешествует через различные биомы, постепенно прокачивая собственную деревню. Игра заработала 1 миллион 200 тысяч долларов. Окончательный эпический боевой симулятор 2.
предлагает создавать многочисленные армии, состоящие из нескольких сотен тысяч воинов, и наблюдать за их масштабным сражением. В симуляторе битвы игрок наслаждается безумными, а иногда даже и смешными схватками, для чего в игре предложено несколько сюжетных кампаний. Также существует режим песочница с неограниченными возможностями и шутера от первого лица. Пользователю предстоит самостоятельно создавать войска, которые он направляет на сражения, предварительно установив разные параметры битвы. В игре также предложен режим песочницы, в который геймер полностью способен настраивать все бои, формировать войско с бесконечным числом солдат. Также здесь есть формат FPS, где пользователь выступает в качестве солдата, которому предстоит сражаться с толпами зомби. В боевом симуляторе, в сравнении с первой частью, реализована новая технология визуализации толпы, а также продвинутый искусственный интеллект, благодаря которому все боевые действия выглядят максимально реалистично и продуманно. Здесь каждый воин – это отдельный персонаж, который обладает собственным характером, амбициями и способом принятия решений, что пытается действовать в команде, то есть взаимодействовать с другими бойцами своей армии, чтобы достичь результата. Игра заработала $990 тысяч. Terra Invicta – космическая 4X стратегия, события которой развиваются в далеком будущем. Однажды в нашу галактику вторглись инопланетные силы, разделившие человечество на 7 фракций. Каждый союз видел свое развитие будущего. Вам предстоит возглавить одну из 7 идеологий, чтобы навязать ее всему миру. Исследуйте Солнечную систему, расширяйте территории и сражайтесь с врагами в тактических поединках. Для исследования доступна галактика с более 300 астероидами и планетами. Ваша главная задача – заняться геополитикой. Ведите войну как с представителями вашей цивилизации, так и с гостями из соседней системы. Каждая сторона имеет политиков, ученых и воинов. Улучшайте способности всех героев, получая доступ к новым технологиям. Разрабатывайте космические пусковые установки, поскольку они имеют очень важное стратегическое предназначение. Все корабли основаны на реалистичных чертежах популярных фантастов. Игровой процесс полностью строится на симуляции физики Ньютона, где соблюдаются такие понятия, как сила притяжения, импульс и маневр. Игра заработала $2 400 тысяч. В дипломатии не вариант, игрок становится лордом-феодалом в средневековье. Главный герой переживает кризис среднего возраста. Каждый день протагонист придумывает сотни способов, как улучшить собственную экономику, как правильно руководить подданными и грамотно развить город. Длительное время он проживал подобным образом. Он устал от монотонного и бессмысленного интеллектуального напряжения. Новые приключения в жизни центрального персонажа начинаются с того, как орды монстров начали нападать на поселение, а горожане сообща взбунтовались. Все эти события преподнесли в жизни новые краски, а расписание полностью поменялось. Государство погрузилось в трудные времена, а разум правителя привел королевство к кризису и постоянным бунтам. Протагонист давно потерял вкус к жизни. Когда враги осаждают замок, он с энтузиазмом принимает эту новость, берется за роль главнокомандующего армии и выигрывает сражение. После этого лорд-феодал получает важную миссию. Вместе с выбранными людьми пользователь отправляется на неизведанный континент с драгоценными минералами и залежами золота. Ему предстоит закрепить свою должность на других границах, чтобы добраться до богатств и вновь обогатить собственную страну. Аборигены не будут рады гостям и всеми способами попытаются устранить их и прогнать со своих земель. На новой земле обитают монстры и маги, обладающие заклинаниями в отрасли некромантии. Игра заработала $1 700 тысяч. Также вы можете поддержать наш канал материально. Для этого достаточно подписаться на Boosty или Patreon. В конце каждого последующего выпуска мы будем добавлять ваше имя в конце ролика. Не забудьте сообщить нам в личку или комментариям о вашей подписке. Против бури объединяет два жанра. Это градостроительный симулятор и по совместительству рогалик. В этой игре геймер становится разведчиком и мэром разных городов. Игрок переносится в фэнтезийный мир, где никогда не прекращается дождь. В поселениях живут люди и человекоподобные разумные животные, бобры и ящерицы. В против бури пользователь, будучи наместником королевы и первопроходцем, отстраивает и развивает колонии в различных биомах, а также удовлетворяет потребности населения. Смысл геймплея состоит в том, чтобы продержаться как можно дольше и собрать побольше ресурсов. Они необходимы для улучшения и восстановления тлеющего города. Он считается единственным местом на фоне развивающейся стихийной катастрофы. В перерывах между решениями проблем
Вице-король апгрейдит в этом мегаполисе цитадель. Через нее реализована метапрогрессия. Карты генерируются каждый раз случайным образом. Сюжетно это обосновано смертельной бурей. Природные явления уничтожают все на своем пути и меняют земли до неузнаваемости. Развитие населенных пунктов проходит в реальном времени. У инди-проекта высокая реиграбельность не только за счет рандома, но и благодаря системе перков и чертежам зданий. Они становятся доступными постепенно. Во время одной игровой сессии построить все дома не получится. Жители сталкиваются с различными угрозами и нехваткой нужных ресурсов. Это компенсируется возможностью изменить производственные цепочки. Игра заработала $1,5 миллиона. Кубообразный мир выживания поселения покрыт тайнами, загадками, которые игроку предстоит разгадать. Игра заточена под максимальное выживание в условиях градостроительства, поэтому достаточно много внимания уделяется именно менеджменту. Нужно правильно распределить обязанности людей, предоставить им убежище, гарантировать качественное снабжение продовольствием. Сюда же относится защита от различных природных явлений, учет благополучия, счастья, образования и занятости. Существуют разнообразные маршруты развития, открывающие новые сооружения, возможности для обогащения людей. Но есть множество как природных, так и техногенных катастроф, готовых забрать сотни жизней людей. Нужно предотвратить это. Игра заработала $1 800 000. Космотир – конструктор звездолетов, в котором представлена возможность играть по сети с другом, исследуя просторы космоса по интернету онлайн или локально. Геймплей включает в себя механики космического симулятора и строительства. Для исследования доступна галактика, наполненная планетами и врагами. В Космотир архитектор и командир звездолета игрокам необходимо зарабатывать награды и деньги. Полученные средства требуется тратить на улучшения и обновления. Возможность бесплатной сетевой игры позволяет создавать легендарный звездолет и вступить в схватку с врагами. Каждый игрок сам выбирает внешний вид шаттла и настраивает модули в индивидуальном порядке. Важную роль в управлении кораблем играет экипаж. Потребуется нанимать до 100 человек, чтобы противостоять противникам. Все юниты должны находиться на своих местах. Управлять штурвалом, заряжать батареи, перезаряжать пушки и многое другое. Игрокам важно продумывать проектировку посудины, чтобы сделать его максимально эффективным в бою. Игровой процесс опирается на законы физики. Более маленькие корабли способны быстро передвигаться по открытому пространству, в то время как большие шаттлы менее маневренны, однако выдерживают больше попаданий. Игра заработала $1 800 000. Погружение в атмосферу Дюна войны специй выполнено в виде глобальной стратегии, где геймерам необходимо заниматься управлением одной из фракций, что сражаются за территории Аракиса. На планете, полностью покрытой пустыней, происходят затяжные битвы и постоянное кровопролитие из-за политических расприй. Верхушки не могут добиться дипломатичного распределения ресурсов, что приводит к войне между государствами и отдельными слоями населения, оказавшихся в суровых условиях. Игроки в Дюна войны специй будут соревноваться за первенство собственной фракции, стараясь отбить власть у противника и взять под контроль его земли. Главной задачей становится борьба за добычу спайса, необычного элемента, что позволяет продлевать жизнь людям и менять границы восприятия. Благодаря данному материалу получается летать между звездными галактиками и полноценно путешествовать во Вселенной. Геймеры получают возможность взять под управление дом Атрейдес или Харконнен. Придется проходить одиночные миссии, продвигаясь по сюжетной линии повествования. В процессе геймплея получится повстречать огромных космических червей и многих других монстров, обитающих в мире. Придется отправлять комбайны на сбор ресурсов и ценного спайса, чтобы открывать новые технологии и возможности для армии. Пользователь будет управлять войсками и их передвижением в боях, что завязываются между двумя враждующими домами, начавшими бойню за Аракис. Игра заработала $3 200 000. Mount & Blade 2 Bannerlord – ролевая игра с элементами средневековых войн, действия которой разворачиваются за 200 лет до начала первой части. В этом продолжении вы встретите улучшенную боевую систему и увеличенный игровой мир Калирадио. Сражайтесь, взяв под свое командование сотни войск и принимайте прямое участие в битвах, будучи одним из солдат. Пользуйтесь хаосом, продавая зерно в осажденный замок, чтобы получать невообразимую прибыль. Следите за статистикой феодальной экономики, где любой предмет может стать дороже в десятки раз.
Очищайте торговые пути от разбойников и перепродавайте вещи, чтобы зарабатывать внутриигровую валюту. Игра имеет бесконечное количество сценариев, которые будут развиваться в зависимости от выбора пользователей во время прохождения. Создавайте собственные миры, используя инструменты и технологии, которыми пользовались разработчики при создании игры. Сыграйте в дополнения, разработанные другими игроками, либо поделитесь своими творениями. Также вы можете посмотреть другие интересные топы и пишите в комментариях, какая игра понравилась больше и какой топ вам бы хотелось.